Всем привет, друзья! Вы пришли на канал «Замуж в Индию». И посмотрите, что у нас происходит. Сартеш снимает нашу дверь. Артур, мы сегодня будем жить, как в деревне Шани Шингапур. Ты помнишь, мы там были, индийская деревня? Расскажи нашим зрителям, чем она особенна, эта деревня, а? Что там нет дверей. А почему там нет дверей? Ну, потому что люди, там нет никаких воришек, воров. Их охраняет божество какое-то, но я не помню, как оно называется. Да, друзья, у меня есть об этом интересное, кстати, видео и шотс. Там царит мир и покой, там нет воришек. Where is door? Huh? Wow. क्यों नहीं Who is music? क्या अंदर क्या म्यूजिक चलता है Harmonium. हारमोनियम हाँ देख सकते हैं Заходи, кто хочет. Смотрите, нет двери, нет, действительно, это правда. Вот эта вот местность, эта деревня славится тем, что жители не боятся воров, потому что божество защищает их. И тот, кто осмелится что-то украсть, его ждут очень большие неприятности. Поэтому, собственно, никто и не осмеливается. И поэтому люди просто не ставят дверь, только дверной проем, а двери нет. И так и днем, и ночью открыто. Нас никакое божество не охраняет. Поэтому, скорее всего, охранять наше имущество придется мне самой, пока Парам будет искать клиентов. Значит, Сартеш снимает дверь для того, чтобы ее обновить. И для того, чтобы наконец-то вынести торжественно кровать Парама. Парам, today you will sleep, да, like Раджа. А сейчас, мои дорогие зрители, посмотрите, пожалуйста, видео, которое я снимала ранее, то бишь вчера, видео, предшествующее этому событию. Ну и позже мы вернемся, собственно, и вы увидите новое спальное место моего мужа. Вы видите, Парам сейчас покупает личи. Что это, фрукт или ягода, как правильно сказать? Попробовал. Is it tasty? Good taste, Парам? 22 ягоды стоят 120 рупий. Сейчас сезон. Сейчас сезон не только манго. Манго уже заканчивается, точнее. А вот такого вот фрукта. Как желе. Ну, давай. Папа попробовал, оценил, теперь ты. Очень вкусно. Очень вкусно. Но говорят, что много нельзя. Говорят, что был такой вот случай в какой-то деревне. Дети постоянно ели только эти ягоды. Ну, будем называть ягоды. Ничего не ели. Им не хотелось есть то, что родители им готовили. А может быть, это бедная была семья. И, в общем, вот так вот объелись и в итоге попали в больницу. И не всех удалось даже спасти. Поэтому нельзя, вот говорят, пишут, что на голодный желудок много есть нельзя. Сейчас мужчина-продавец отмеряет нам кабель. Для чего? А нет, это не кабель, это защита. Видишь, это внутри будет находиться кабель. Внутри этой трубки. У нас будут красивые ворота, они будут освещаться. Ну и, соответственно, нужно туда подвести кабель. Вот Артур себе печенье купил. Duck Fantasy, его любимое печенье. Внутри шоколад. Вот так вот. И Парам также сейчас купил водопавы. Пирожки с картошкой для наших работников. I know, not for me. Говорит, я купил водопавы не для тебя. Вот, видите, у нас сегодня работа кипит. Это мебельщики, здесь строители. Что, Парам? О, good, congratulations. Брат Ганпат Бая стал отцом во второй или в третий раз. Сейчас они покушают, отдохнут немножко и дальше. Сейчас я покажу, что дальше будут делать. Я говорю, а где она родила? Дома? Говорит, нет, нет, в госпитале. Очень часто, да, ну, особенно жители таких отдаленных деревень рожают дома. Что? Говорит, у Ганпат Бая Сангита рожала дома 2 дочерей. And son?
वो बेटा आता है But why? उल्लासनगर Наверное, какие-то проблемы क्यों были. ऐसा हुआ, क्यों लगेगा Сейчас мы узнаем. हाँ फर्स्ट वन ही डिलीवरी ना Потому что первый ребенок был, это ей тогда вообще было лет, помните, мы подсчитывали, 13 лет или 14. И получается, первого ребенка они побоялись рожать дома. लोग रहते हैं ना गाँव में एक Повитуха побоялась принимать роды, वो औरत मिलेगा поэтому отправили ее в госпиталь, в Улас-Нагар. हमारे गाँव में Не так далеко отсюда. Городок, ну, куда мы, кстати, ездили, да, за мебелью, допустим, да, за этим гарнитуром, стол и стулья, в Улас-Нагар. И, кстати, это единственный город, в котором побывала жена Ганпат-бая. Она ни разу в жизни не была в Мумбаи, ну, нигде. Это вот, наверное, во время родов только вот ей, Господи, повезло. His Что? wife, his auntie make delivery. О, this is very interesting video. I very want about this make video. Оказывается, вот там у одного парня тетя принимает роды. Ну, как бабка-повитуха у нас называлась. Как здесь называется? How you call this woman in Hindi? Ну, как называть? काकी मौसी Ну, this who take delivery. Да. नर्स या उसको क्या बोलते हैं आप लोग वो लेडीज लोग डिलीवरी करके देते हैं उनको क्या बोलते हैं उसको हैं? सुविन सुविन आसा आसा Аса. Ка? क्या बोलते हैं आसा आसा Аса. हाँ। Аса. In Marathi Хорошо. सुइन Суин, это на марате, а то парам. Норс, ну Норс это медсестра. Нет, конечно, есть какое-то определение таким вот женщинам. Они не имеют никакого медицинского образования, конечно, не медсестра. Не просто это, тяжело. Невозможно развернуться. И какие габариты. Поэтому и дверь с петель сняли. Я сейчас поговорила с Парамом, возможно, сегодня обновлять дверь не будем, потому что видите, какая погода. Я обувь постирала, сушу, но дождик моросит. А нужно обязательно, чтобы было хоть немного солнца. Обновлять дверь, вот это вот поменять. Тут некрасиво сверху. Так, ладно, давайте, что дальше? Поместится она, впишется. Видите, я сейчас все стираю, палец себе повредила для того, чтобы то, чем мы не пользуемся в сезон дождей, сложить аккуратно в нашей кровати. Внутри много места. Что-то не получается у них. Ну, ребята, вы же все просчитывали. Боже мой, если оно не поместится, если не влезет. Там что-то они отодвигают, причем так грубо. Все, о, слава Богу. Так, мне нужно это вот уже отодвигать. Я так понимаю, что иначе не получится дотащить. Так что пока выключаюсь. И все как-то, видите, у нас получается через одно место. Нужно было, да, по идее, сначала со стенами разобраться, с потолком. Но сейчас этих мастеров нет. Они заняты на других объектах. Ну и дождь. В общем, все как-то не по-людски. Потом опять придется все двигать, но уже выносить не будем, просто прикроем газетами или целлофаном мебель и будем заниматься дальше ремонтом. Вот, видите, довольно-таки габаритная. Поэтому холодильник нужно будет обязательно переставить. Переставим его мы вот сюда, иначе его невозможно будет открыть. Что там? Это мебельщик, а это ребята Ганпат-бай, которые сейчас занимаются строительством ворот. Я подробнее расскажу об этом чуть позже, если мне удастся выйти вообще сегодня на улицу. Почему каменные ворота, почему не железные, металлические, как я вам рассказывала раньше. Буквально несколько дней назад Парам принял решение, что так будет лучше. Ага. Вот видите, сколько много здесь, места. Сколько туда можно всего разместить. О, Ганпат-бай интересуется. This is 2 beds and wardrobe.
тут открыто. А вот, кстати, что я хотела показать. Вы видите, что это, скорее всего, из-за того, что влажная погода. Уже видно вам эти пузыри? Вот так вот новая мебель. Уже пузырится. Осторожно, ребята, осторожно, я вас прошу. Я снимаю вам процесс, конечно же. Сейчас бардак полный. Да, так будет удобнее. И стол встанет на место, и холодильник можно будет открывать, и, собственно, проходить туда тоже можно будет. И в будущем, я надеюсь, в скором, мы хотим еще поставить дверь между кухней и спальной комнатой. Пора мне, когда я пошла убирать в углу. Значит, дверь, видите, все-таки сегодня будет на месте из-за погоды. Ну и хорошо, потому что я этого не вытерпела. Мухи залетают, комары, могут и змеи заползти. По мне так пускай останется такой, какая есть. Не надо там ничего менять. Это не столь важно. Ну а сейчас парень дорабатывает наши с Артуром кровати. Ну да, так будет намного приличнее смотреться. Будет действительно похоже на кровать, а не на ящик. В общем, друзья, я вам обещала презентацию, но она получилась так себе. Совсем не так, как я планировала. Парам устроил из нашей кухни склад. Вы видите, он занес сюда ламинат, старые подушки, освободил номер. Помните, я говорила, что у нас один номер не работает, но сегодня суббота, и уже все номера заполнены, и он хочет тот номер тоже сдать. Ну, в принципе, я, конечно же, его понимаю, потому что по субботам и цена высокая, и, ну, короче, есть возможность заработать. Ну вот, слюбуйтесь. Такая вот кровать, я ее еще не заправила. Холодильник переставили. Вот это вот одежда, которую нужно отдать нуждающимся людям. Скорее всего, завтра мы поедем их искать. Вот здесь тоже склад на этом кресле. Ну, то, что для строительства еще может понадобиться. И нельзя где-то в другом месте оставить, потому что, ну, там такие достаточно дорогие вещи. Ну, в общем, то, что может привлечь хозяйственных мужчин. Вот, ну и показываю нашу спальню с Артуром. Ну да, действительно стало намного лучше, согласитесь. Я еще хочу поменять подушки. Я даже в одном из видео попала, как Парам говорил, что ой, Наташа, я для тебя специально, то есть для отеля купил для клиентов такие попроще подушки, а для нас, для вас я купил такие классные. В общем, такая подушка, которую можно убить, как кувалда. Но это в индийском стиле. У Парама, вот, когда мы приезжаем к нему на родину, к его родителям, там тоже вот такие вот подушки. Я не понимаю, ребята, вот я не понимаю смысла. Вот что, ну, я уже там не говорю, да, что там ортопедические подушки. Если даже вот просто взять, вот как раньше, там мягкая большая подушка, там перина, ну, на ней, да, приятно спать. Может, на ней не полезно. Ну, для меня это вариант удобен, когда вот я любила так сесть перед сном, почитать книжку. Вот, а вообще я сплю на маленький, мне нужно, чтобы, ну, лучший вариант даже вот вообще вот как детская подушка. Но вот это вот просто шея болит. Так что не угодил мне муж, хотел как лучше, а получилось как всегда. Вот, но пойдем сейчас наверх. Слава богу, дверь есть, можно ее закрыть на ключ, и я вам покажу еще наш забор, наши ворота. Еще нужно мух выгнать. Пока не было какое-то время двери, успело залететь огромное количество мух. И я не знаю, как с ними бороться. Сейчас сидела, искала какие-то методы избавления. Ловушку. Сейчас Артур вернется с занятий, будет делать ловушку для мух. Вот, видите, сколько их. Old style, very unique. And my boss not agree for this. Good afternoon. He don't like, but I like this. Значит, Ракеш Бай был против. Да, пора моя идея поставить именно такие вот ворота.
Ну, я, кстати, с Парамом согласна. Действительно, ну, как так солидно смотрится. Конечно, еще результат сложно себе представить, но будет, я знаю, как будет выглядеть, потому что, ну, видела на примерах других отелей, других бунгало. Я рассказывала и даже показывала в одном из своих предыдущих видео, ну, возможно, не все его смотрели, поэтому еще раз покажу. Значит, изначально планировали вот такой вот забор, Кешбай, владелец отеля хотел поставить металлические ворота, металлический забор прозрачный. И до последнего так все думали, я вам даже объявила в видео, но Парам где-то у себя в голове все-таки имел другие планы. И в самый последний момент он решился, действительно, вот заказал вот эти вот камни. Это камень. Его добывают в Кокане, рядом с Гоа. Ну и, собственно, это стиль, португальский стиль, гуанский. Вот в Гоа вы можете увидеть очень много бунгало именно вот из такого камня. И у нас, кстати, в Матаране тоже. Ну, я считаю, что действительно так выглядит как-то, ну, как колоритно, аутентично, что ли. Естественно, это еще не законченный вариант. Здесь будут фонари. Здесь будет тоже металлическая, ну вот как у нас там наверху ограда. И что-то вроде такого будет и здесь. Особый дизайн. Ну и, естественно, ворота тоже будут. Здесь вот в таком же стиле будет ресепшн. И везде. С этой стороны и с того края тоже будут такие вот ворота из этого красного камня. Артуру уже не терпится поделиться с вами, мои дорогие зрители. Сейчас мы разоблачим многих блогеров, которые советуют от мух вот такую вот конструкцию, такую вот ловушку. Ну, рассказывай, сына. Короче, эта штука вообще не работает. Нам ее посоветовали в интернете, но я поймала одну муху, причем я поймала, она не залетела туда, но потом она вылетела. Давай покажем конструкцию. Ну, подними, пожалуйста, покажи. Значит, мы разрезали баклажку и, получается, горлышком вниз вот так вот ее поместили, зафиксировали и ну и налили туда вниз, внизу, видите, жидкость, это сироп. Еще я для запаха туда печенюшку растворила. Подними, пожалуйста, Артур, мне неудобно рассказывать. Ну и по рассказам блогеров, мухи должны залетать туда вниз, и обратно у них не должно получаться вылететь. Но, как Артур говорит, что он сам лазил по окнам и каким-то образом муху туда поместил вовнутрь, но она благополучно оттуда выбралась. Так что теперь? Да, этот метод не работает. У нас есть вариант Б? Нет. Ну, может быть, с гвоздикой попробуем. Там еще кто-то советовал гвоздику, что не любят мухи, запах. Нужно на сковороде поджарить. Только надо открыть окно. Но если мы откроем окно, еще больше налетят. Да, кстати, да, мы если откроем окно, то пока те будут от запаха улетать, другие прилетят. Так, ну что, мои дорогие зрители, как видите, еще очень много работы предстоит и внутри, и снаружи, еще много чего изменится у нас в отеле. Вот. И хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее, но, к сожалению, погода нам мешает. Вот сейчас я сижу, и на меня капает дождь, хотя в это время, по идее, должно было бы светить солнце. Я еще хочу, друзья, вот здесь посадить кусты бугенвиллии у ворот. И Парам со мной тоже согласен. Вот, кстати, скоро мы этим займемся. Сейчас тут как раз благоприятное время, так как когда дожди. Вот. Ну и что я вам еще говорила в начале видео, что я планирую поставить дверь между кухней и спальней. Должна быть дверь, и в будущем я хочу спать на кухне отдельно от всех, друзья, потому что я хронически не досыпаю. Сейчас, подождите, поезд проедет, и я продолжу, а то сейчас шумно будет.
ये लड़का नहीं कुत्ते नहीं कुत्ता У нас щенков разбирают как пирожки. Как тепленькие пирожки. She won't take... बिस्किट खिलाओ बिस्किट हाँ क्या बिस्किट खिलाओ Вот видите, мы не продаем щенков, а наоборот, еще и женщина забирает щенка, и пора мне еще и в придачу денег дал, чтобы она его покормила. Да. Ну не, ну она, понятно, будет кормить, но просто ей как бы приятнее. So, you say she must proper care. да да one week So, she take a boy or girl? girl नहीं boy Boy, мальчика. one week yesterday we sent boy Я сейчас специально на видео сняла этот момент, как женщина забирает щенка. Потому что некоторые зрители писали в комментариях, что мы специально разводим щенков на продажу, что мы на этом имеем очень большой доход. Нет, мы абсолютно бесплатно их отдаем. Даже еще и вот как сейчас иногда деньги в придачу даем. Вот, ну, значит, продолжаю я тему своей бессонницы хронической. С тех пор, как я родила Артура, сначала он мне не давал спать. В течение 2 лет он постоянно по ночам просыпался. Ну, это когда я его грудью кормила. Потом нормально. Ну, кстати, вот сколько мы с ним спали вдвоем на одной кровати. И очень комфортно с ним. Я его не слышу, я его не вижу. Он никаких звуков по ночам не издает. Он не переворачивается, он не встает, он не просыпается. И до меня не дотрагивается абсолютно. Огромная кровать, я его абсолютно, мы друг друга не касались. В отличие от Парама. Вот, собственно, да, почему я не сплю и не хочу спать со своим мужем в одной кровати. Потому что это нереально. Ну, когда мы когда-то куда-то путешествуем, тогда втроем это очень сложно, ребята. Я сильно устаю. Да, у меня нет 5 детей, я не работаю на заводе за станком, но я реально очень сильно устаю. И в 10 часов мне нужно уже спать. Вот, и чтобы мне никто не мешал. Парам еще и просыпается по ночам. Я просыпаюсь от каждого шороха. Я просыпаюсь, когда на улице, там, я не знаю, щенок куда застрял, я это слышу, бужу Парама, чтобы он освободил. Несколько раз такое было. Если у Парама телефон звонит, на вибро ставят, он не слышит, я это слышу, хотя мы в разных комнатах, и бужу его. Но это происходит не каждый день. Зато каждый день, каждую ночь точнее, по 2 раза, а то и по 3 раза он встает в туалет. И я просыпаюсь, опять это поезд. И потом не могу уснуть час. Если, допустим, это в 4 утра происходит, я уже вот до подъема не могу уснуть. Сейчас опять выключаюсь. Так, надо уже заканчивать, а то дождь все усиливается и усиливается. Значит, спальня у нас проходная. А если я буду спать на кухне, да еще и закрытой дверью, то тогда наконец-то мне никто мешать не будет. Никто не будет мешать выспаться. За целый день я устаю и физически, и морально. И ночь для меня это не про романтику, а про то, чтобы отдохнуть, про то, чтобы восстановиться. И на следующий день чувствовать себя бодрой и работоспособной. Поэтому я выбираю спать отдельно от мужа. Вот, ну все, мои дорогие зрители, я представляю, как будет классно, если здесь бугенвилии будут цвести. Я буду вот так вот вам снимать видео. И так красивый уже фон, мне нравится. Напишите в комментариях, как вам такой вариант. Как это правильно назвать? Это не совсем забор, не совсем ограждение. Что? Артур ворота кричит. Ну вообще, в принципе, все это ограждение, как правильно назвать? Напишите, пожалуйста, в комментариях это тоже. Все, всех люблю, целую, крепко обнимаю. До скорых новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.